Зеленский отреагировал на заявление Путина. Белорусы участвуют в выборах, а британских школьников могут отправить вооруженные силы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия наносит удар кинжалами по Хмельницкой области. Как Украина отражает обстрелы и куда целятся оккупанты? А интенсивность ударов – это порядка до 100 ударов за сутки с использованием КАП. Зеленский отвечает Путину, Байдену и Си Цзиньпину. Чего требует Киев? Нет нации, которая способна остановить такую войну исключительно своими усилиями. Снег, град и плюс 45 за окном. Мексику накрыл мощнейший ураган, улицы оказались под толщей льда. Необходимо много думать о проблеме изменения климата. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас, поэтому не забывайте про лайки, комментарии, подписки, репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, пожалуйста, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Оставляйте свои донаты. Начинаем. Россия устроила масштабный обстрел украинских городов буквально меньше, чем через 2 суток после того, как Путин заявил в Беларуси, что хочет мира и готов к переговорам. По указанию Москвы в ночь с субботы на воскресенье путинская армия выпустила 14 ракет и более 3 десятков БПЛА. Асинт-аналитики создали карту того, куда же были направлены эти ракеты и дроны. Известно о том, что удар наносился в том числе и 2 аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Одной из целей был город Староконстантинов Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. Отмечу, что эту цель оккупанты считают приоритетной. Кроме того, взрывы звучали в Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях. В частности, в Винницкой области обломки сбитого дрона упали в районе жилой застройки. Кадры последствий вы видите сейчас на экране. Обстрелы продолжились и днем воскресенья. В воздушных силах Украины неоднократно говорили, что ожидают скорейшей поставки самолетов F-16, так как они усилят ПВО Украины. Военные аналитики отмечают, что эти самолеты окажут влияние и на обстановку на линии фронта. Если украинская сторона в ближайшее время получит обещанный F-16, то это будет коренным переломом, если не коренным, то существенным переломом характером боевых действий. Еще раз подчеркну, основной фактор успехов тактических российских оккупационных войск – это как раз массовое применение штурмовой авиации, соответственно вертолетов огневой поддержки типа К-52 для ударов по позициям вооруженных сил Украины. F-16 оснащены ракетами воздух-воздух с дальностью поражения более 150 километров. Поэтому, соответственно, российские сушки не смогут зайти в зону поражения и наносить удары по позициям вооруженных сил Украины. А интенсивность ударов – это порядка до 100 ударов за сутки с использованием КАП. Зеленский отреагировал на заявление Путина о необходимости возобновления мирных переговоров. Свое видеообращение украинский президент записал в Харькове, в здании местной типографии, которая была уничтожена российским ударом. Он обратился к Байдену, Си Цзиньпину, назвав их лидерами мира, которые пока стоят в стороне от глобальных усилий в подготовке саммита мира. Мы все знаем, с кем имеем дело. Россией управляют люди, которые хотят сделать нормой, сжигать жизнь, разрушать города и села, разделять народы и стирать национальные границы войной. Нет нации, которая способна остановить такую войну исключительно своими усилиями. Требуется участие лидеров мира. Хочет ли Россия диалога? Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который в частности был прикрытием России для подготовки этой войны. Именно поэтому нужны глобальные усилия. Саммит мира с участием лидеров, которых России не обмануть. В Харькове продолжает увеличиваться количество жертв в результате ракетных ударов по городу. В частности, напомню, один из ударов пришелся по строительному гипермаркету. Российская сторона признала этот удар, однако оправдала убийство мирных людей, назвав обычный строительный супермаркет, которых десятки в Украине, складом военной техники, при этом не предоставив, конечно же, никаких тому доказательств. В Американском институте изучения войны проанализировали тактику россиян и рассказали, когда оккупанты РФ прекратят обстрел этого города. Для этого необходима решимость западных лидеров в одном вопросе.
Применение Россией высокоточных бомб против гражданских районов Харькова указывает на то, что РФ, вероятно, намеревается этими ударами напугать украинцев и заставить их покинуть город. Российские войска, скорее всего, продолжат наносить удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области, пока Запад не разрешит украинским силам адекватно атаковать военные объекты россиян на территории РФ. И далее о логике российских военных, а вернее об ее отсутствии. Сначала они бьют по украинским городам, а потом с истерикой заявляют об ответном ударе по российским городам. В центре внимания Белгород. После нескольких ударов по Харькову уже в Белгороде также прозвучали мощные взрывы. Губернатор Гладков утром в воскресенье, очевидно после пробежки, очень спокойно рассказал о том, сколько людей пострадало и погибло в результате прилетов. Уточню, Гладков не призывает остановить удары по соседнему Харькову и Украине. Наоборот, он еще и критикует тех россиян, которые жаловались на то, что Москва кинула Белгород на произвол судьбы. Белгородский губернатор обвинил людей во лжи. У него все стабильно и по плану. Говорит, что плюсы в этой войне есть. Пострадавшим простят кредиты. У нас в большом горе погибли 4 мирных жителя. Хотел высказать искреннее соболезнование всем родным и близким. Много слышал о том, особенно после трагедии в Крокусе, в Москве, что вот в Москве оказывает помощь, а нам, жителям Белгородской области, которые пострадали, нет. Ну, говорил об этом, говорил, что, конечно же, это не так. Например, с начала года кредитные организации, банки, которые выдавали кредиты жителям Белгородской области, 2000 пострадавших жителей изменили условия, кому-то простили, в первую очередь это те, у кого погибли близкие, и кредиты были полностью аннулированы. В Британии могут ввести обязательную нацслужбу для всех 18-летних граждан. Этот план будет реализован, если консерваторы победят на выборах, сообщает премьер-министр Риши Сунак. Собственно, он и опубликовал свой план, который должен, цитата, «предоставить возможности, которые изменят жизнь молодежи». Итак, выпускники школ должны будут провести год на постоянной службе в вооруженных силах или же стать волонтерами в полиции или национальной службе здравоохранения. Сам Риши Сунак уже заявил, что хочет поскорее отправить своих детей исполнить государственный долг. Как отец, я с нетерпением жду, когда 2 мои дочери пройдут государственную службу. Я думаю, этот опыт будет им полезен. Быть британцем – это нечто большее, чем просто стоять в очереди на паспортном контроле. В КНДР традиционно решили обвинить США и спецслужбы Южной Кореи в шпионаже. У Ким Чен Ына говорят, что за Пхеньяном следят с воздуха. Официальное заявление Минобороны Северной Кореи опубликовали государственные СМИ. Марионеточные военно-воздушные силы США и Республики Корея по-прежнему серьезно посягают на суверенитет и безопасность КНДР, осуществляя воздушный шпионаж на уровне, выходящем за рамки военного времени, путем неоднократного использования разведывательного беспилотника и других разведсамолетов. В КНДР обещают ответить своим врагам. Кроме того, в Пхеньяне недовольны тем, что в КНДР летят воздушные шары с листовками для жителей республики, которые запускаются из Южной Кореи. Кстати, летят в сторону Северной Кореи не только листовки, а еще и лекарства, мини-радиоприемники, а также флешки с видеороликами о последних новостях в мире. В общем, жители изолированной КНДР благодаря этим данным могут узнать реальную правду о том, что происходит за пределами их республики. Второй день выборов. Белорусы голосуют за новый состав Координационного совета белорусской оппозиции. Свои голоса все желающие могут отдать на протяжении нескольких дней. В частности, избирательный процесс начался 25 мая и завершится глубокой ночью 27 мая. Голосование, в частности, электронное, через специальное приложение. В первый день этих выборов поступали сообщения о блокировке сервисов VPN на территории Беларуси. Напомню, что Координационный совет – это представительный орган Демсил Беларуси и организаций гражданского общества республики. Одной из целей совета является установление в Беларуси демократической формы правления. Гребут снег лопатами жители Мексики. В некоторых регионах страны прошел мощнейший ураган с градом, который накрыл улицы. В частности, в городе Пуэбло, где температура днем поднимается до плюс 45, улицы были завалены снегом и льдом по пояс. Сугробы пришлось разгребать.
Конечно же, пострадали дома, линии электропередач. Местные назвали данное событие нетипичным и немного порадовали, что смогли освежиться благодаря стихии. Тем не менее, выразили надежду, что такого больше не повторится. Менее чем через 1,5 часа мы уже были в пострадавших районах региона. Во время шторма была задействована полиция, пожарная бригада и служба гражданской обороны. Мы бдительны, однако это нетипично. Будем надеяться, что подобное не повторится. Необходимо много думать о проблеме изменения климата. Друзья, как всегда, говорю вам спасибо за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, отправить свой донат, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.